Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу вам показать очередной несложный оригинальный узорчик вот из такой блестящей пряжи. О ниточке я расскажу в конце видео. Крючок я сегодня беру 3 миллиметра. Вы в свою очередь берете свою пряжу, подбираете правильно под свою плотность вязания крючок, чтобы у вас все получилось. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она цветная, по ней все понятно. Кто умеет работать со схемками, можете уже работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, и у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика составляет 6 петелек плюс 2. Ниточка у меня тоненькая. Давайте я наберу 6 раппортов. Это получается 36 воздушных петелек. И дополнительно 2 петельки. Это получается 38. Ну, а вы набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 38 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 и 38. Вот мой будущий образец. Далее мы с новичками сделаем вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом, чтобы они в петельках воздушных не запутались. Так? В столбиках они точно не запутаются, поэтому повторяйте, новички. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки, столбик с накидом. Накид по порядку в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. И вот так вот ваша задача пройти по всей цепочке, в каждую петельку цепочки провязать столбик с накидом, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Я, получается, набрала 38 петелек, так? Значит, у меня будет 38 столбиков. То есть несложно. У вас, конечно, ваше число. Все, и вот так вот шагаете до конца ряда. Первые 3 петельки, которые мы с вами провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Несложно, у вас получится. Но в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. И теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 2 петельки подъема. Раз, два. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 3 воздушные петельки здесь получается. Дальше в следующий столбик по порядку, который идет, нырнули. Вытянули рабочую ниточку и 2 петельки вместе провязали столбик без накида. Теперь делаем 7 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь в столбиках пропускаем 4 столбика. Раз, два, 3, 4. И в пятый нырнули, вытянули ниточку, столбик без накида. Получается вот такая вот арочка. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И по порядку тут же в следующий столбик провязываем столбик без накида. Есть. То есть большая арочка и маленькая арочка. Здесь как бы половинка маленькой арочки в начале ряда. Дальше повторение. 7 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, 3, 4. В пятый столбик провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И в следующий по порядку столбик провязываем столбик без накида. Поняли? Все. И вот так вот ваша задача чередовать большая арочка, маленькая, большая, маленькая, большая, маленькая, большая, маленькая до конца ряда. Несложно, несложно. Давайте дальше вы самостоятельно. У вас получится, а я вас встречу в конце ряда. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда наши вот такие вот арочки, большие, маленькие, и заканчиваем маленькой, вернее половинкой, так. Вот наш столбик без накида. Теперь повторяйте. Воздушная петелька, накид, и там, где у нас были 3 петельки подъема в предыдущем ряду, в третью петельку подъема нырнули, вытянули ниточку, и теперь все 3 петельки провязываем вместе, полустолбик с накидом. Поняли?
Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. Вот в маленькую вот эту нашу арочку, самую-самую маленькую, так, провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь будьте внимательны. Делаем вот так вот 2 накида. Так. Возвращаемся сюда же, в эту арочку, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид, сюда же в арочку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. А теперь смотрите, как провязываем. В начале 2 петельки, 2 петельки и 2 петельки. Поняли, да? Вот такой вот интересно получается у нас столбик. Он получается, мы начинали как столбик с 2 накидами, да? Потом провязали с вами 2 столбика с одним накидом с общей верхушкой. И в итоге вот такая вот красота. Идем дальше, я вам еще раз покажу. Дальше в большую арочку нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же в большую арочку нырнули, провязали столбик без накида. Вот такая вот маленькая арочка получилась. Дальше точно так же в маленькую арочку провязываем, смотрите, 2 накида, нырнули в арочку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид, еще раз сюда же нырнули в арочку, вытянули рабочую ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И заканчиваем вязание по 2 петельки, наш столбик. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть у основания 2 столбика с общей верхушкой, а по высоте это столбик с 2 накидами. 2 воздушные петельки. 1, 2. Еще раз сюда же в эту арочку 2 накида, нырнули, вытянули 2 петельки. Накид, нырнули, вытянули 2 петельки. И теперь по 2 петельки. 2, 2, 2. Угу. Опять 2 воздушные петельки, 2 накида. И точно так же в арочку ныряем и провязываем вот такой интересный элемент, когда у основания 2 столбика с общей верхушкой, а дальше по высоте как столбик с 2 накидами. Как вам? Все, дальше опять переключаемся на большую арочку и провязываем столбик без накида. 1, 3 воздушные петельки и сюда же столбик без накида 2. Формируем маленькую арочку. Все. И вот так вот вы идете, шагаете до конца ряда. Понятно? Не сложно? Я думаю, не сложно. Ставьте на паузу, повторяйте, либо ставьте скорость непосредственно такую, которая вам будет удобно. Делать это в настройках у себя. Договорились? Все. Самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот такая красота получается. И как мы заканчиваем наш ряд? Смотрите, повторяйте. Вот у нас получается маленькая арочка. Теперь мы делаем 2 накида. Вот самая последняя маленькая арочка. Ныряем в нее и провязываем наш элемент. 2 столбика с накидом у основания. Так. А дальше провязываем как столбик с 2 накидами. Есть. 2 воздушные петельки. И сюда же получается в арочку ныряем, провязываем столбик с накидом. А потом... Помните, мы здесь делали петельку, да? У нас были 2 петельки подъема. Так вот, во вторую петельку подъема провязываем еще 1 столбик с накидом. Сейчас захвачусь, чтобы было удобно. И на этом наш ряд будет закончен. Вот. Все, ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. Там, где у нас была вот эта вот арочка из 2 воздушных петель предыдущего ряда, вот в эту арочку провязываем столбик с накидом. А теперь опять 2 накида и в маленькую арочку провязываем точно так же. 2 столбика с накидом у основания с общей верхушкой. И дальше у нас идет столбик с 2 накидами. 2 воздушные петельки. Точно так же еще раз наш такой вот интересный элемент провязываем. Так, 2 воздушные петельки. Я бежу быстро, потому что вы уже это умеете вязать, правильно? Так, вот наш получается такие вот интересные листочки, веерочек, да? Вот. И теперь переключаемся вот на наши листочки, веерочек предыдущего ряда. Вот центральный получается элемент. Мы до него в первую арочку провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. И после этого элемента
В следующую арочку тоже провязываем столбик без накида. Поняли? То есть получается, мы повторяем вот наш самый вот этот вот ряд, да, с нашими веерочками, точно так же, просто смещен в шахматном порядке. Все, и опять маленькая арочка, и опять начинаете провязывать наши элементы. 2 столбика с накидом с общей верхушкой и заканчивается столбиком с 2 накидами. Поняли, да? Все, давайте самостоятельно до конца ряда. То есть провязываем тот же ряд, вот этот ряд, да, просто смещенный в шахматном порядке. Ничего сложного. Давайте, в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот такая у нас красота растет. Ничего сложного, у вас также получается, может быть даже еще и лучше. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот наш последний этот веерочек, так, мы здесь провязали. Теперь накид. У нас в предыдущем ряду, вот здесь была арочка последняя, так, мы в эту арочку ныряем и провязываем столбик с накидом, так. А теперь накид, и у нас здесь были 3 петельки подъема. В третью петельку подъема точно так же беремся аккуратненько и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее опять делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И вот берем как бы за основу вот наш вот второй столбик, ныряем в верхушку этого столбика и провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь 2 воздушные петельки. И вот наш этот элемент в этот столбик опять провязываем. 2 столбика с накидом с общей верхушкой у основания. И заканчивается столбиком с 2 накидами. Теперь переключаемся вот на наш веерочек, наши элементы в первую арочку. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И во вторую арочку столбик без накида. Опять перепрыгиваем вот в нашу маленькую арочку и начинаем провязывать точно такой же веерочек, состоящий из 3 вот таких вот интересных элементов. Поняли, да? То есть сам по себе узор состоит всего лишь из одного ряда. Вы повторяете вот эти вот веерочки, просто они у вас смещаются в шахматном порядке, и все. И все. То есть мы с вами уже весь узор поняли, как он вяжется. Давайте увеличим образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что будет оригинально и необычно, да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Схемка перед вами. У вас получится. Итак, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такая получается у нас интересная ажурная красота. Смотрите, какой в итоге узорчик. Как вам? Узор, смотрите, двусторонний. Вы можете выбирать любую сторону, какая вам нравится больше. Такая, естественно, будет у вас лицевой. Единственное, что провязав, да, немножко рядочков, я остановилась, потому что я вижу, что узор вот так вот расширяется. Видите? То есть для того, чтобы этого не было, наборный край можно было делать эластичным. Есть в YouTube очень большое количество видео. У меня на канале, то есть видео, где я показываю, как нужно набирать край, чтобы вот так вот он у вас не стягивался, а расширялся, да, так, то есть как резиночка. Вот, и тогда будет красиво. А так, смотрите, замечательно, да? Именно из этой пряжи шикарно получится кофточка на лето. Как вам? Я вот подумала, что в принципе можно использовать и для летних вещей. Вот такая вот холодное лето, да, может быть там осень теплая. Смотрите, что это за пряжа у меня. Alize Angora Gold и добавление Simli. Значит, блестящая. В 100 граммах находится 500 метров. По составу 75% акрил, 20% шерсть и 5% это металлическая ниточка. За счет него как раз вот и происходит блеск. Видите, такой. Так, идем дальше. Цвет 21. На камеру передается такой же серый, как он есть на самом деле. И нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Ну, в зависимости от вашего узора, от плотности вязания. У меня 3. Вот такая красота. Но не забывайте, что все узоры на канале универсальные. Вы можете вязать из любой абсолютной пряжи. Один и тот же узор из разной пряжи выглядит абсолютно по-разному. Как вам? Не забывайте, что вы можете переворачивать узор. У вас могут веерочки смотреть вниз. Вот такая красота. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я набирала, получается, 38 воздушных петелек. Ну, давайте померим посерединке, да, чтобы было среднее значение. Моя рука, моя плотность вязания, мой крючок, вот, смотрите, аж 27 сантиметров. Видите, какой узор? Да, вначале, конечно, он не тянется, да, он будет, конечно, намного меньше, то есть буквально там 22-23 сантиметра. Видите, дальше он расходится. То есть, говорю, надо сделать здесь эластичный край, и тогда будет ровное полотно. Ну, а если кому-то для ваших изделий необходимо, чтобы край был вот такой вот зафиксированный, то, конечно, берите просто и вяжите, как всегда, как обычно. И здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6.
рядочков. Самый первый вот с этими арочками это 7, да, и с новичками провязывали 8. Ну, давайте за самую верхнюю точку померяем. 9,5 сантиметров. Но узор очень простой, всего один ряд, запоминать толком ничего и не надо. Видите, он повторяется из ряда в ряд, просто в шахматном порядке. Красота, красота. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Комментарии помогают в продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Делитесь с друзьями, с подружками, сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Впереди много новинок, поэтому нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.